Сегодня мы рассмотрим закон Ома для замкнутой или полной цепи. Закон Ома определяет величину тока в замкнутой цепи, составленной из источника тока и потребителя. Этот закон гласит: величина тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС источника тока Е и обратно пропорциональна сумме внутреннего сопротивления Ри источника тока и сопротивления R потребителя. Математически это выражается так: I равно E деленное на Ри плюс R. Рассмотрим пример. С плоской батарейкой с ЭДС Е 4,5 вольта и внутренним сопротивлением Ри 5 Ом соединена лампочка, имеющая сопротивление в нагретом состоянии 17,5 Ом. Найти величину тока в цепи. Подставляем данные в верхнюю формулу. I равно E деленное на Ри плюс R. И получаем 4,5 вольта делим на 5 плюс 17,5 Ом. И получаем 0,2 ампера. Этот случай схематично представлен на рисунке 4.7а. Когда в цепи протекает ток величиной 0,2 ампера, то напряжение между полюсами батарейки падает до 3,5 вольт. Это получается за счет того, что одна часть АДС, в данном случае УРИ равная 1 вольту, образует падение напряжения на внутреннем сопротивлении батарейки, или ЭДС разделяется на падение напряжения на потребителе и падение напряжения на внутреннем сопротивлении батарейки, то есть Е равно У плюс УРИ. Если к плюсам той же батарейки подключить другой потребитель с сопротивлением R равный 1 Ом, рисунок 4.7b, то легко определить, что ток в цепи равен 0,75 ампер. В этом случае падение напряжения на внутреннем сопротивлении будет УРИ равное 3,75 вольта, а напряжение между полюсами останется равным 0,75 вольта. Эти примеры показывают, что с увеличением потребления напряжение между полюсами каждого источника тока уменьшается. Это уменьшение тем больше, чем больше внутреннее сопротивление источника тока. Интересно определить величину тока, если соединить накоротко полюса батарейки. На практике это допустимо только на короткое время, так как приводит к быстрой разрядке батарейки. Рассмотрим пример. Найти ток короткого замыкания плоской батарейки, если Ри равно 1,5 Ома и Е равно 4,5 вольта. Используем закон Ома для замкнутой цепи, формула 4.2. Учитывая, что R равно нулю, ток при коротком замыкании ИК получается ИК равно Е деленное на Ри. И получаем 4,5 вольта делим на 1,5 Ома и получим 3 ампера. Опыты показывают, что ток короткого замыкания в совсем новой плоской батарейке не превышает 3,5 ампера. И это наибольший ток, который можно получить от такой батарейки. Путем измерения тока при коротком замыкании можно определить внутреннее сопротивление источника тока. Повторяем, что это опасный режим для источников тока, поэтому измерение надо производить за очень короткое время, например 1-2 секунды. Рассмотрим пример. Определить внутреннее сопротивление плоской батарейки, если ток короткого замыкания равен 0,5 ампера и АДС равно 4,5 вольта. Используя закон Ома для замкнутой цепи и учитывая, что R равно нулю, для внутреннего сопротивления получаем Ри равно Е деленное на ИК и равно 4,5 вольта делим на 0,5 ампера и получаем 9 Ом. Если источник тока имеет очень малое внутреннее сопротивление, то его полюса нельзя соединять накоротко, так как подобный эксперимент может привести
повреждениям. Например, замыкание накоротко полюсов аккумулятора приведет к появлению опасно большого тока, примерно 100-300, а то и больше ампер, что может расплавить провода и испортить аккумулятор. Ранее мы рассматривали прохождение электрического тока в неразветвленной цепи. Однако радиоэлектронные устройства состоят из большого числа элементов, которые образуют сложные и разветвленные цепи. При расчете таких цепей используем законы Киргофа. Сегодня мы рассмотрим первый закон Киргофа. Он относится к любому узлу сложной электрической цепи и гласит: сумма токов, притекающих в любую узловую точку, равна сумме токов, вытекающих из нее. Это наглядно показано на двух примерах, представленных на рисунке 4.8. Этот закон – логическое следствие физической сущности электрического тока, так как носители зарядов не создаются, а только перераспределяются в разветвлениях цепи. Поскольку в математике сумма нескольких величин обозначается греческой буквой сигма, то этот закон можно представить следующей формулой. Сумма приходящих токов равна сумме выходящих токов. Рассмотрим пример. К узловой точке притекают два тока И1 и И2, а вытекает ток И3. Рисунок 4.8а. Найти ток И2, если И1 равен 3 мА и И3 7,5 мА. На основании первого закона Киргофа можем записать И1 плюс И2 равно И3. Отсюда находим неизвестный ток. И2 равен И3 минус И1 и равно 7,5 минус 3, и получится 4,5 мА.